Одна из наиболее распространенных ошибок, которую я снова и снова наблюдаю у людей в тренировочном процессе, это отсутствие дисциплины в отношении интенсивности. Если мы отойдем от классических моделей распределения тренировочных зон на 3, 5, 7 зон и так далее, а возьмем за основу кинетику кислорода во время физической нагрузки, то мы увидим лишь три физиологические зоны. Это умеренная, тяжелая и предельная интенсивность. Речь идет о тех случаях, когда по плану запланирован, например, легкий день, но по каким-то причинам атлет все едет тяжелее и тяжелее, либо бежит все быстрее и быстрее, чем следовало бы. Если тренироваться так ежедневно на одной и той же умеренно тяжелой интенсивности, то это неизбежно приведет к снижению результатов, выходу на плато, застою и перетренированности. Как раз таки об этом мы сегодня поговорим, а именно о диапазонах тренировочной интенсивности и в конце концепции критической мощности. Всем известен график слева, который представляет собой на оси X мощность, на оси Y это потребление кислорода, классический ступенчатый тест в лаборатории на определение порогов, а также МПК. Как мы видим, есть точка, в которой концентрация лактата в крови начинает расти, так называемый лактатный порог, либо LT, Lactate Threshold. Этот порог также разделяет два диапазона интенсивности. Упражнения ниже лактатного порога относятся к зоне умеренной интенсивности, либо на английском вы можете встретить moderate, а упражнения выше него к зоне высокой интенсивности, либо heavy. Далее мы видим еще одну точку, а именно CP, либо Critical Power, критическая мощность, и она отделяет нас уже от предельной, либо сверхвысокой нагрузки. Эти диапазоны интенсивности различаются между собой характером физиологических ответов организма на продолжительную нагрузку. Более привычный для вас график представлен справа, где вы можете видеть разделение привычным нам зон нагрузки. Ниже мы рассмотрим, соответственно, как физиологические ответы проявляются в каждом из диапазонов интенсивности, сосредоточив внимание главным образом на том, насколько организм способен сопоставить энергетические потребности с аэробным метаболизмом, если это возможно. Вначале разберем умеренную интенсивность. Этот диапазон, пожалуй, является самым простым со стороны физической нагрузки. Типичный ответ потребления кислорода на умеренную нагрузку выглядит следующим образом, представленным на графике. Обратите внимание на достижение устойчивого состояния потребления кислорода менее чем за 3 минуты. Также стоит отметить относительно низкий уровень потребления кислорода, около 50% от МПК. При выполнении упражнений такой интенсивности организм быстро достигает состояния устойчивого равновесия, либо steady state, как мы видим, ровная линия при потреблении кислородом, то есть при котором энергетический спрос задачи, то есть нашей физической нагрузки, относительно быстро удовлетворяется за счет аэробного метаболизма. Чтобы это произошло, организм после начала нагрузки регулирует скорость потребления кислорода до тех пор, пока окислительный метаболизм практически полностью не начнет обеспечивать необходимую энергию. Это и есть наше устойчивое состояние. Если концентрация лактата в крови увеличивается, то лишь кратковременно. Дыхательный коэффициент, либо respiratory exchange ratio остается ниже 1, что означает, что количество выделяемого углекислого газа за единицу времени меньше, чем количество поглощаемого кислорода. Все то, что мы видим на классическом тестировании с газоанализатором. Справа представлены классические зоны, которые относятся к умеренной интенсивности. Это зона 1, либо зона 2. Как мы знаем, такую интенсивность можно поддерживать в течение нескольких часов при отсутствии травмы либо перегрева. Как мы видим на графике кривой лактата, лактат также остается в устойчивом состоянии на протяжении всего периода физической нагрузки. Механизмы утомления при этом также до конца не ясны, хотя накопленные данные указывают на то, что при отсутствии теплового стресса либо пребывания на большой высоте доминируют именно центральные механизмы утомления, включая нарушения в передаче сигналов нейромедиаторами в головном мозге, что в свою очередь приводит к снижению движущего стимула
к продолжению работы, либо физической нагрузки. К этой интенсивности мы можем отнести, например, заезд во время 4-5-часовой равнинной либо спринтерского этапа, например, на Тур де Франс, когда велогонщики проводят подавляющее большинство времени именно в диапазоне умеренной интенсивности, и лишь в конце главные спринтеры выходят за его пределы в финальном ускорении. До этого момента они весь этап проводят в пелотоне, где товарищи по команде защищают их от значительных энергетических затрат. Когда спортсмены превышают так называемый лактатный порог, они попадают в зону высокой интенсивности, либо Heavy Intensity Domain. Типичный ответ потребления кислорода на нагрузку высокой интенсивности представлен на графике слева. Обратите внимание на отсроченное достижение устойчивого состояния атлетом. В этом диапазоне концентрация лактата в крови повышается выше уровня покоя, но затем стабилизируется также, и потребление кислорода также достигает устойчивого состояния. Важно, что для достижения устойчивого состояния потребления кислорода требуется примерно 10-20 минут, и при этом величина МПК оказывается выше, чем можно было бы ожидать при нагрузке умеренной интенсивности. Этот медленно возрастающий кислородный отклик известен как медленный компонент МПК, который в английской литературе представлен slow component. Более высокая кислородная стоимость нагрузки имеет ряд последствий для процессов утомления и толерантности к той самой нагрузке, о которых речь пойдет дальше. К высокой интенсивности мы здесь уже относим нашу зону 3 и зону 4 в классическом представлении распределения тренировочных зон нагрузки. При высокой интенсивности механизмы утомления включают как центральные, так и периферические факторы. Вероятность того, что периферическое утомление вызвано истощением либо накоплением высокоэнергетических фосфатов, совсем невелика, так как в этой зоне наблюдается устойчивое состояние как кислородного потребления, так и концентрации лактата в крови. Классической же причиной утомления при продолжительных нагрузках высокой интенсивности считается истощение мышечного гликогена. Если мы посмотрим здесь на графике справа, то высокая интенсивность лежит как раз таки между лактат threshold, либо лактатным порогом, и критической мощностью. И все еще составляет устойчивое состояние. Данную гипотезу поддерживают многие исследования. Совсем недавно было показано, что в мышечном волокне существует отдельный пул гликогена. И именно этот пул, который истощается наиболее быстро, играет критическую роль в процессе возбуждения сокращения мышечного волокна. Это может объяснять постепенную, а не катастрофически быструю потерю мышечной силы по мере того, как нагрузка продолжается и отдельные волокна становятся попросту невосприимчивы к поступающему возбуждающему импульсу. В зоне высокой интенсивности более высокий кислородный расход, возникающий вследствие развития медленного компонента потребления кислорода, что приводит в свою очередь к более быстрой утилизации запасов гликогена. Механизмы центрального же утомления все еще не ясны, но они могут быть как раз связаны с истощением запасов мышечного гликогена. На поздних стадиях нагрузки с высокой интенсивностью концентрация глюкозы в крови начинает снижаться. И это может лишать сам мозг энергетического субстрата, то есть питания, что приводит к спутанности сознания, вялости, раздражительности и просто тормозящего фактора, который просто говорит организму перестать делать данную нагрузку. Что мы как раз таки видим на марафоне, когда многие бегуны описывают то, что они словили стену и не могут продолжать дальше двигаться. К видам спорта на такой интенсивности относятся, например, полумарафон, марафон у элитных бегунов, а также, например, гонки с раздельным стартом в велоспорте, либо в плавании 10 километров. Верхняя граница зоны высокой интенсивности определяется как наибольшая мощность или скорость, при которой еще возможно устойчивое состояние. То есть здесь на графике слева мы видим critical power or critical velocity, то есть критическая скорость, что применимо также для бега. Этот порог удивительно трудно измерить, и применяются два
широко используемых метода. Первый – это когда атлет должен провести серию тестов с постоянной скоростью до 30 минут с целью выявить точку, в которой устойчивое состояние больше не может поддерживаться, как мы видим на графике справа. Второй метод – это выполнение нескольких изнуряющих упражнений в зоне предельной интенсивности и построение гиперболической зависимости мощности от длительности, как мы видим на графике слева. Точка, в которой эта кривая выходит на плато, то есть достигает асимптоты, как мы видим вот здесь у Джонса, называется критическая мощность, либо critical speed, critical velocity. Нагрузка выше этой точки будет неизбежно неустойчивой и, следовательно, относиться к зоне предельной нагрузки. Данный метод, а не FTP, использует большинство профессиональных команд в текущих условиях, как было опубликовано с Прагом с Лео. Какой же наиболее лучший метод борьбы с утомлением при выполнении упражнений высокой интенсивности? Здесь является регулярное потребление углеводов во время нагрузки, так как показано, что на поздних стадиях упражнения почти все углеводы, которые используются мышцами, поступают из крови в виде глюкозы. Так как при продолжительной работе высокой интенсивности может развиваться и дегидратация, углеводы часто употребляют в составе напитков либо в виде гелей, запиваемых водой. То есть мы убиваем два зайца: и питаемся, и потребляем жидкость. При нагрузках выше критической мощности достижение метаболического устойчивого состояния невозможно. Здесь потребление кислорода, концентрация лактата в крови, уровень креатинфосфата, неорганического фосфата и pH не стабилизируются, а продолжительность работы ограничена примерно 2 минутами до нескольких десятков минут, об этом поговорим позже. В данном диапазоне работы интенсивность приводит к росту потребления кислорода вплоть до достижения МПК. Отказ в выполнении задачи наступает вскоре после того, как атлет достигает своего МПК. Чем выше мощность относительно критической, тем быстрее возрастает медленный компонент и тем быстрее истощаются и накапливаются метаболиты. Пример кислородного ответа на нагрузку предельной интенсивности показан на графике слева. Обратите внимание, что здесь отсутствует устойчивое состояние, и здесь получается продолжается непрерывный рост потребления кислорода до достижения МПК. В данном тесте, например, на картинке слева, мощность составляла 295 Вт, что на 45 Вт выше, чем критическая мощность атлета. И это привело примерно к истощению на 12 минуте. На графике справа, опять же, классические зоны для нас — это зона 5 и зона 6 тренировочных. Периферические механизмы утомления при упражнениях предельной интенсивности, по-видимому, связаны с истощением высокоэнергетических фосфатов и накоплением связанных с них метаболитов, например, неорганического фосфата и протонов. Как показано, что снижение pH мышцы, так и повышение концентрации неорганического фосфата как по отдельности, так и комбинации вместе снижают силу мышечного сокращения или скорость укорочения мышечного волокна. Это, по-видимому, связано как с прямым воздействием на функцию поперечных мостиков мышечных волокон, так и с уменьшением высвобождения и утилизации кальция, как это было показано Алленом в 2008 году. Хотя многие из этих выводов получены в экспериментах инвитро, важно, что аналогичные изменения метаболитов были выявлены и инвиво с использованием биопсийных образцов или магнитно-резонансной спектроскопии. Толерантность упражнений предельной интенсивности варьирует примерно от 2 до 40 минут. Общие механизмы утомления в этом диапазоне делают возможным высокую предсказуемость толерантной продолжительности нагрузки предельной интенсивности, используя всего два параметра. Это критическую мощность атлета, асимптота кривой, либо параметр кривизны зависимости мощности от времени, который отражает количество работы,
выполняемый выше критической мощности, либо так называемый W'. Эта гиперболическая зависимость теоретически определяет, с одной стороны, наибольшую мощность, которую можно поддерживать без утомления, то есть наша критическая мощность, а с другой стороны, объем работы, которую можно выполнить выше критической мощности, прежде чем произойдет отказ. На практике, конечно, при работе на уровне критической мощности утомление также присутствует. Более точно будет формулировка: это критическая мощность, это наибольшая мощность, которая в принципе может поддерживаться без прогрессирующего метаболически опосредованного утомления. Например, мы разберем график слева, график моего атлета и его максимальные заезды за последние 180 дней. Построение графика зависимости времени до отказа от мощности дает гиперболическую кривую вида по формуле, где t-лимит это время до отказа и, соответственно, W', параметр, определяющий кривизну зависимости, деленный на мощность, отнятую от критической мощности. Например, если мы хотим узнать, сколько атлет может проехать, у него вот критическая мощность 348, а он собирается ехать 400 Вт, то, соответственно, нам нужно, чтобы узнать время, сколько он может проехать 400 Вт, это разделить W' на 400 Вт минус его критическая мощность. И как раз таки эта зависимость времени от мощности является одним из ключевых концептов спортивной физиологии, потому что критическая мощность можно представить как фактически красную линию в производительности. Переход этой красной линии или работа сверх критической мощности означает, что у спортсмена остаются лишь считанные минуты до истощения, либо пока он не истощит свой W', который измеряется в килоджоулях. Именно поэтому эта концепция часто используется для разработки стратегий распределения усилий либо пейсинга во время соревнований. Если спортсмен неверно распределяет свои силы и исчерпывает свой W' до финиша, его скорость резко падает, потому что он больше не может поддерживать интенсивность. Например, так для данного спортсмена, зная его критическую мощность и W' в килоджоулях, мы можем рассчитать по заданной формуле мощность, которую он может поддерживать выше своей критической мощности в различные точки времени. Более того, сейчас ведутся исследования, которые по математической модели позволят рассчитать время восстановления W', и когда атлет сможет вновь, например, выполнить атаку во время гонки. Эти данные были представлены на конференции Science and Cycling в Лиле в этом году, где мне посчастливилось также побывать. Данная информация и понимание интенсивности физической нагрузки является крайне важной. Лактатный порог, критическая мощность W' по-прежнему составляют основу большинства концепций спортивной физиологии, а различия в физиологических реакциях и ответах организма утомлением внутри каждой зоны остается принципиально важным для понимания и практического применения для тренировок атлетов. При более тонком анализе физиологических порогов становится ясно, никакие переходы между зонами не являются абсолютно резкими. Критическая мощность, лактатный порог или любой другой маркер всегда будут сопровождаться зоной неопределенностью. Мы не можем разделить четко, вот 250 Вт это одна зона, 251 Вт это уже следующая зона. В случае, например, велосипедных нагрузок данная погрешность составляет примерно 10-15 Вт. Именно эта неопределенность, скорее всего, имеет физиологическую природу, которую невозможно устранить. Например, колебания метаболизма, кровотока, рекрутирование мышечных волокон всегда будут неизбежно смазывать пороги по определенному диапазону мощности или скорости. Это означает, что если вы хотите работать строго, например, ниже критической мощности, то нужно выбирать значение хотя бы на 2 стандартные ошибки ниже критической мощности и наоборот для работы выше нее. Надеюсь, данная информация была полезна вам для понимания основ физиологии распределения
и определение интенсивности физических нагрузок.